Многие цветоводы привыкли считать петунию самым универсальным и обильно цветущим цветком. Конечно, с этим сложно поспорить, но несмотря на всю ее красоту и длительность цветения, ей все-таки необходим постоянный уход. Очень многие сорта петунии не выдерживают жаркое солнце и даже кратковременную засуху. Для поддержания высокой декоративности их приходится часто поливать и своевременно удалять увядшие цветы. Для контейнерного выращивания цветников открытого грунта и солнечных мест можно порекомендовать не менее яркое и обильно цветущее растение, которое с легкостью заменит требовательную в уходе петунию. К таким относятся неприхотливый и красочный катарантус. Преимуществ этой культуры очень много. Ее с успехом можно выращивать на клумбах и как горшечное растение для озеленения придомовой зоны, террас, балконов и домашнего интерьера. Название этого растения переводится как «безупречный цветок». При несложном уходе этот вечно зеленый полукустарник способен цвести все лето по октябрь, а в домашних условиях и того дольше. Не зря катарантус считается лидером среди цветущих растений в садовом и комнатном цветоводстве. У катарантуса есть компактные кустовые и ампельные разновидности. В последнее время выведено немало ярких сортов, предназначенных для выращивания в подвесных кашпо. Некоторые сорта ампельного катарантуса способны наращивать побеги длиной 1,5 метра. Такие растения очень эффектно смотрятся, высаженные на подпорных стенках, склонах и даже в цветниках. Их длинные стебли с множеством красочных цветов красиво стелются по земле, укрывая ее сплошным цветочным ковром. Цветовая окраска самая разнообразная. Цветы катарантуса достигают 5 см в диаметре. По центру каждого имеется привлекательный контрастный глазок. Весьма удачное сочетание белоцветковых сортов с темно-вишневым, красным и сиреневым катарантусом. В отличие от более требовательной петунии, это растение обладает относительной засухоустойчивостью и жаростойкостью. Катарантус стойко переносит кратковременную засуху и хорошо восстанавливается после полива, не теряя свою декоративность. Для удержания влаги в почве кустики лучше замульчировать. К тому же эта культура имеет высокую толерантность к поражению вредителями и болезнями. Из катарантуса получаются шикарные и обильно цветущие бордюры. Этими цветами также можно подбить клумбы и цветники или высадить их вдоль садовых дорожек и цветочных рабаток. Катарантус красив в вазонах, подвесных кашпо и высоких контейнерах. Благодаря стойкости к жаре и временной засухе, эти цветы как нельзя кстати подходят для выращивания на террасах и балконах. А если у вас предостаточно места в саду, вы можете вырастить сплошную поляну или ковровую клумбу только из одних катарантусов. Такой неприхотливости и яркой окраски какой-то великолепной цветочной культуры надо еще поискать. Стоит отметить, что у катарантуса привлекательно выглядит даже его листва. Она плотная, насыщенно зеленой окраски и с характерным глянцем, который красиво отблескивает на солнце. Ну а главное, что с этим растением вполне справятся даже начинающие цветоводы. Если у вас нет опыта в уходе за цветами, попробуйте вырастить катарантус. Для многих он стал одним из самых любимых комнатных и садовых культур, а потому его высаживают каждый сезон. Кстати, при комнатном выращивании это растение способно цвести круглый год. В садах средней полосы этот красивый вечно зеленый многолетник не зимует, поэтому его либо заносят на зимовку в дом или отапливаемую теплицу, либо выращивают как однолетник. Катарантус можно размножить делением куста, черенкованием и семенами. Проще всего забрать с осени здоровые маточные растения в помещение. Зимовка должна проходить при температуре не ниже 10 и не выше 15 градусов тепла. Ранней весной кустики омолаживают, укорачивая побеги на 1/3. Обрезанные веточки можно использовать для размножения. Черенки катарантуса хорошо укореняются не только в почвосмеси, но и в воде. При работе с катарантусом пользуйтесь защитными перчатками, так как сок этого растения ядовитый. Высевать на рассаду эти цветы можно в любой период, но учитывайте то, что сеянцы зацветут только через 2-3 месяца от появления всходов. Подросшую рассаду желательно прищипывать для образования боковых побегов. В открытый грунт кустики высаживают только после того, как минует угроза возвратных заморозков. Учитывайте также хорошо развитую корневую систему катарантуса. Для выращивания в контейнерах ему потребуются объемные горшки и питательный рыхлый грунт.
При высадке в сад выдерживайте расстояние между растениями не менее 30-35 см. При несложном уходе и внесении подкормок катарантус способен цвести уже с мая и по конец октября. Его крона сплошь покрывается множеством красочных пятилепестковых цветов, образуя яркие цветочные шапки. Для стимулирования цветения удобрения вносят примерно 2-3 раза в месяц, используя комплексные составы для цветущих культур. Катарантус также очень любит опрыскивание теплой отстойной водой по листве, особенно в жаркий период. Это растение имеет еще несколько преимуществ. Его хорошо облиственная крона не оголяет свой низ. Кустики компактные и не требуют постоянной обрезки или подвязки. А самое главное, что катарантус самоочищается, то есть самостоятельно сбрасывает свои увядшие цветы. Такое качество значительно облегчает уход цветоводом и делает это растение декоративным всегда. Попробуйте вырастить катарантус или приобрести его в садовых супермаркетах и магазинах. Я уверена, что вы будете им приятно удивлены. Выращивать эту культуру под силу даже неопытным цветоводам. К тому же катарантус способен не только обильно, но и долго цвести, украшая своим видом территорию сада, балкон или домашний интерьер на многие месяцы. А если вам эта информация была хоть немного полезной, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. И до новых встреч на нашем канале.